Вышло второе дополнение к Atomic Heart «Узник Лимба», а следовательно и новые отсылки. Хоть DLC получилось очень спорным и совсем не той игрой, к которой мы привыкли, все же тут есть немного интересных отсылок, которые мы с вами обсудим. К слову, в комментариях пишите свое мнение о данном DLC, очень интересно почитать разные мнения о новом дополнении. Прошу принять во внимание, что все в этом ролике является предположением, поэтому свое мнение всегда можете высказать в комментариях. Я буду ждать ваше видение на ту или иную пасхалку. Ну а теперь погнали! В игре вы будете встречать вот такие кубики. Попрыгав на них, вы будете получать ресурсы. Это мне напоминает механику Марио, где он должен был также из кубиков выбивать монетки, правда прыгая под кубиком, но все же суть очень похожа. Также можно встретить небольшую отсылку на основную игру. Такие вот фонтаны напоминают Человека-желе, который поглощал тела людей, оставляя только кости. На стриме кто-то в чате подметил, что торговец, продающий нам скины, очень сильно похож на герцога из 8-го Резидента. Но согласитесь, объемные формы тела очень наводят на эту мысль. Сидит примерно в такой же позе, правда, с лицом не повезло. Далее стоит отметить аллею скорости. Это такие небольшие островки, по которым игроку нужно перемещаться путем скольжения и перепрыгивания от одной платформы к другой. Еще в трейлере всем стало понятно, что данная механика очень схожа с механикой серфинга в Counter-Strike. В DLC также можно найти стол со шприцами. Полагаю, это стол разработчиков, ибо без тяжелых котиков создать подобные DLC очень сложно. Внутри домиков вы будете находить вот такие плакаты. Каждый из плакатов имеет свой номер. Эти плакаты содержат информацию о разных научных вещах, например, о мембране или содержании сахара в клетках. Вопрос остается в том, зачем эти плакаты были повешены и имеет ли смысл найти их все. Если вы занимались решением данного вопроса, буду ждать вас в комментариях. Идем дальше. Еще одна игровая отсылка кроется в словах Нечаева после очередного падения. Вот бы тут сток сена внизу был. Фанаты серии игры Assassin's Creed сразу понимают, что это отсылка на прыжок Веры в сток сена. Босс Колобок является прямой отсылкой на сказку «Колобок», что подтверждают слова Нечаева «а от меня не уйдешь». Еще одна фраза, которую произносит Нечаев: «Ветер по небу гуляет и Сережу подгоняет», отсылает на произведение Пушкина «Сказка о царе Салтане». Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. В течение игры вы также можете встретить скелета, который танцует как Майкл Джексон. Снова отсылка в словах Нечаева, на этот раз на песню. Еще чуть-чуть, последний бой, он трудится. Еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. Ну и как же ролик про отсылки и без нашего любимого гуся. Кстати, если вы не видели мои прошлые ролики про отсылки гуся-матершинника и отсылки на английском языке, то милости прошу на канал. У тебя ничего нет. Отсылка на фильм «Берегись автомобиля». Дач на мое имя ничего у тебя нет. Ты голодранец. Почему? Жаль, не дали. Шоколадку отобрали. А тут вообще микс из двух мемов. Потом Гарри не дали, ничего нельзя. Есть шоколад, я тоже хочу шоколад, блин. Задумала, блин, мне нужен шоколад. Если врезаться гусем в препятствие, то можно получить и такую фразу. Птичку жалко. Птичку жалко. А также можно услышать отсылку на песню «Я так соскучился». Дайте мне белые крылья, только чтоб мне не мучиться. А это прям олдовая отсылка. Сережа, настало твое время. Валера, настало твое время. Ну и завершит все не менее олдовая пасхалка. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я прыщ, скачивший у тебя на носу перед свиданием. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я десница судьбы, разящий от бедных негодяев. На данный момент это все, что я смогла найти и узнать. Если остались еще интересные и незамеченные отсылки, то, как я и говорила, жду вас в комментариях. Большое спасибо за просмотр, заглядывайте на стримы, рада буду вас видеть. Ну а теперь всем пока!